Всем привет, это Тест Драйв ТВ, и сегодня мы сравниваем пикапы. Они оба пятиместные, японские, похожи по габаритам. Да, и каждый из них выглядит так, как будто никто из их предков никогда не был рабочей лошадью. Так сказать, в белых фраках оба. Эти автомобили практически идентичны по конструкции, за исключением некоторых технических нюансов, о которых мы позже расскажем. Однако заметная разница кроется в прайс-листах. Вот этот Mitsubishi L200 в средней комплектации Intense стоит $25 500, а самый дорогой – $28 900. Самая простая базовая комплектация Toyota Hilux стоит $23 000. Ну а если как у нас на тесте в комплектации Prestige самый навороченный, то цена дотягивает до $33 000. Однако эта разница не берется из воздуха. Даже в самом простом Hilux есть 7 подушек безопасности и система стабилизации. И, кстати говоря, для автомобиля с полным приводом по типу Part-Time это далеко не лишняя штука. У самого доступного Mitsubishi L200 наконец-то появилась и система ABS, и система стабилизации. У него 2 подушки безопасности, но в отличие от базового Hilux у него нет кондиционера. А вообще у Hilux очень много примочек, которые появились впервые в классе. Ни на скорость, ни на проходимость и уж тем более на грузоподъемность они не влияют, но иметь их на борту всегда приятно. Например, это светодиодные фары ближнего света, электроскладываемые зеркала и бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой. Под капотом Toyota Hilux может быть установлен один из 2 дизельных двигателей. В базовых версиях 2,4 литра мощностью 150 лошадиных сил и в максимальной комплектации, как у нас, 2,8 литра мощностью 177 лошадиных сил. Двигатели отвечают нормам Евро-5, это хорошая новость, а плохая состоит в том, что у них есть сажевый фильтр. И инструкция по эксплуатации гласит, что заправляться можно только очень качественным топливом. Ну и еще один момент. Под капотом у Toyota Hilux 2 аккумулятора. Здесь нет автономного отопителя, но они соединены последовательно для того, чтобы в сильные морозы облегчить запуск двигателя. Двигатель Mitsubishi L200 тоже абсолютно новый, объемом 2,4 литра, мощностью 154 лошадиных силы, как у этой машины, или 181. И хорошая новость, сажевого фильтра здесь нет, мотор соответствует нормам Евро-4. Интересная особенность Mitsubishi L200, у него 2 типа полного привода. У версии попроще Part-Time, как у Hilux, а у версий более дорогих Super Select, о котором я вам позже расскажу. Но в остальном эти автомобили близнецы-братья. В основе обоих лежит рама, задняя подвеска рессорная зависимая, передние подвески пружинные независимые. Ну а теперь мы узнаем, как все это устроено, работает и, конечно, ездит. Ну, Паш, я понимаю, вот это пикап 21 века. Да, прогресс не стоит на месте, и у Toyota это, наверное, особенно заметно. То есть садишься внутрь и не понимаешь, ты в пикапе или в каком-нибудь новомодном кроссовере. Чувствуется дизайн, работали здесь над интерьером, конечно, серьезно. Лично у меня к интерьеру 2 претензии. Это, во-первых, многообразие материалов используемых. Вот тут серебристый пластик, тут под хром, тут рояльный лак, ну и как-то рябит в глазах от всего этого. И плюс синяя подсветка. То есть днем еще более-менее она воспринимается глазом, но вечером, я думаю, просто будет вот так вот выедать глаза. Не, ну в целом интерьер классный, ты не чувствуешь себя как за рулем вот рабочей лошади. Хотя пластик такой жесткий, твердый, и, наверное, в базовой версии это плюс, потому что если машина будет эксплуатироваться жестко, то буквально можно мыть этот интерьер со шланга. Да? Да. Так, что здесь Посадка, есть из интересных фишек? Да, во-первых, вот такой вот планшет. Он, правда, не съемный, но выглядит реально как планшет. Графика, ну, нормальная. Учитывая, что мы все-таки в пикапе, да, а не в Лексусе. Да, графика нормальная. Мне нравится панель приборов, на которой вот бортовой компьютер. Это тоже цветной экран, 4 с лишним дюйма диагональ. Управлять всякими функциями можно с рулевого колеса. Оно, кстати, регулируется по углу наклона и по вылету, но по вылету почему-то оно только заглубляется в переднюю панель, а мне хотелось бы руль вытянуть чуть больше на себя.
Само по себе кресло удобное, мне нравится здесь сидеть. Отлично. Руль обшит кожей, хотя довольно скользкий и такой грубоватый по фактуре, но это же кожа. Это же кожа, и это же пикап, поэтому он должен быть где-то грубый. Ну и, конечно, Toyota не смогла избежать своего главного родового признака. Это такие древние электронные часики на передней панели, которые берут свое начало, наверное, с первых грузовиков Toyota. А вот еще одна приятная мелочь в интерьере Toyota Hilux. В подлокотнике прячется розетка на 220 вольт. Да, тут у нас мотор 2.8, 177 лошадиных сил. Тут, честно говоря, как-то не сильно они ощущаются. Нажимаешь на газ, машина разгоняется, но я ожидал больше динамики. В спинку не вдавливает, то есть просто плавный такой мощный разгон, и, наверное, после 100 км в час он такой сгущается, становится менее интенсивным. Да, автомат здесь 6-ступенчатый, это хорошо, это здорово и по-современному. Мне нравится нормальная звукоизоляция, да, конечно, слышно, что дизельный мотор работает под капотом, но, опять же, у нас рабочий пикап, и надо понимать, что здесь не будет комфорта Land Cruiser 200. Машина действительно ощущается как большущий кроссовер, а не как пикап, которому только там работать и лафеты тягать. Ну да, можно сказать, что Prince люкс в названии автомобиля существует не зря. Что-то люксовое в нем нет. Да, подвеска, конечно же, типично пикаповская. Ну, ждать чудес от рессора вряд ли приходится, поэтому если передняя проходит препятствие мягко и округло, то уже задняя довольно прилично подкидывает, не сказать казни. Тоже как по кроссоверу. Да, как теннисный мячик скачет просто. Подвески могучие, просто вот на порожнем пикапе задняя подвеска иногда вот подпрыгивает, подскакивает, как мячик. Да, ну и для пикапа, конечно, управляемость, наверное, последнее дело все-таки, но она тоже должна присутствовать. И хочу сказать про рулевое управление, что оно довольно внятное, информативное, и нет ощущения, что ты сначала повернул, потом повернули колеса, повернула подвеска, там выбрались все ходы, и потом только повернула машина. Тут пикап четко следует за рулем. Поворачивает как единое сплоченное целое. Да, да. Не так, как раньше. Не по частям, да. Ну что, Паша, как тебе интерьер? Да, разочаровывает, особенно после Toyota Hilux. Да, не выглядит как салон автомобиля из 21 века, хотя вот руль, мне кажется, заимствован у самых свежих моделей Mitsubishi, и пользоваться им удобно. Ну да, он опять же, кстати, обшит кожей, причем более гладкой и приятной на ощупь, Да. чем у Toyota. Да, у него есть вот тут экран мультимедийной системы, но он поменьше размером. Ну, тоже тачскрин. Ну, в целом, интерьер как бы сделан, наверное, примерно из того же пластика, такого Да. жестковатого, более светлого оттенка. Качество сборки примерно такое же, хотя вот тут местами зазоры широковаты. Но пикапу можно сделать большие скидки, в общем-то, на качество Да. интерьера. Все-таки у него немножко другое предназначение. Но в любом случае, если использовать его как автомобиль для ежедневных поездок, да, как универсальный такой полусемейный, то, конечно, Toyota с ее, да, с более таким интересным стильным интерьером все-таки предпочтительно. Вот руль регулируется. Да, причем я смотрю в широких диапазонах довольно. Удобство посадки примерно такое же, как в Toyota, каких-то особых отличий нету. Сиденья ниже установлены, то есть у него такой типичный рамник вот из 80-х, да? То есть у него низко установлены передние сиденья, вот и такая посадка всегда слегка полулежачая получается. Ну что, покажи мне, как это чудо ездит. О, моторчик. Да, сразу моторчик слышнее и вибраций больше. Да, на кузов. вибрация значительно сильнее. Да. То ли благодаря настройкам, то ли благодаря присутствию механической коробки передач.
ускорения получаются более стремительнее. Почти даже вдавливает спинку. поживее как-то. Вот, большая тяга сосредоточена на низах, где-то уже после 3000 оборотов он захлебывается, задыхается, да, и просит переключиться к следующей передаче. На старте, прям как Да. машина аж приподнимается, когда начинаешь ехать. Что касается подвески, ну в целом картина та же, то есть задняя подвеска доминирует, такие вибрации создает на кочке, но в целом эта машина более тряская, чем Hilux. Да, она больше мелких вибраций пропускает на кузов, на сиденье. Вот даже когда говоришь так. Да, то есть если Hilux гладкая асфальта, там поперечные стыки, ямки просто проглатывает, ну задняя подвеска может отразиться вибрациями, то подскакивает опорными подвесками. Ну, в целом разница не критичная, ну просто кажется как будто более легкой машиной. Суперселект позволяет ездить с постоянным полным приводом по, что называется, дорогам с усовершенствованным покрытием, то бишь по асфальту. Вот сейчас мы едем на заднем приводе, я могу безболезненно включить полный привод и можешь кататься целый день до круглый год с полным приводом и не париться, где его включать, а где не включать. Ну что, вот уже и пикапы заботятся о безопасности так же, как и легковые автомобили. В Toyota Hilux система стабилизации не отключается, но должен отметить, что срабатывает она мягко, деликатно и особенно для пикапа. Да, система стабилизации работает очень жестко, но эффективно. Не дает вообще развиваться ни сносу, ни заносу. И я считаю, что в любой ситуации эта настройка поможет. То есть потерять машину практически невозможно. Задние места пикапов никогда не были их сильным местом. Вот. Ну, садиться высоковато, то есть надо реально приподниматься, чтобы забраться сюда. Хотя проемы широкие, ничего не мешает. Ну вот я под свой рост отрегулировал переднее кресло водительское. Ну, касаюсь коленями спинки кресла, конечно. Ну, благо, что она мягкая и, в общем-то, это не особо мешает. Ноги с трудом залазят под подушку. Под сиденье. Если будет, да, под сиденье. Если будет такая более толстая зимняя обувь, то уже, конечно, не получится. Ну, третьего пассажира можно, наверное, взять. Центральный тоннель слишком высокий, да. Ну, если не берем пассажира, то откидываем подлокотник. Подстаканником. Сидишь вертикально. Ну да, как-то на пояснице. Спинку не наклонишь, да, ничего не сделаешь, поэтому вот приходится... Сиденье забавно, что сидушка такая мягенькая, да, а спинка, ну, буквально тонюсенький слой поролона какого-то. Да. В целом так, сидеть можно, если, да. Да, куда-то проехаться пару часов, то можно. Да, ну что, как тебе за собой сидеть? Ну, тоже упираюсь коленями в спинку переднего кресла. Скорее касаешься, да? Да, касаюсь, да, не упираюсь, касаюсь. Она тоже мягкая, колени туда проваливаются, можно попинать водителя, если вдруг он плохо едет. Такой же подлокотник? Да, подлокотник, но он, по-моему, какой-то пошире. Вот. И... Да, и посадка, по-моему, повыше сиденья. Да, выше сиденья, сама посадка немножко удобнее. Да, не сказать, что удобнее. значительно, но удобнее. Да. Здесь есть еще такие приятные мелочи, вот крючочек, да, вешать пакеты и прочее. Спинка тоже стоит вертикально. По-моему, даже в Mitsubishi чуть она более наклонена. Спинка мягче. Такая более гармоничная набивка. Да. И здесь подушка выше. Да. Вот. Именно удобнее посадка за счет того, что выше подушка кресла. Центральный туннель тоже мизерный, может быть чуть шире. Да, ну вот если, например, сесть посередине, то уже я упираюсь головой в потолок. А я нет. Да, кстати, все параметры мы выставляем под мой рост, 186 сантиметров. По-моему, для ног и обуви больше места перед передними креслами. Ну, нет, ты знаешь, я опустил подушку от водительского кресла, и места ровно столько же. В целом по задним местам с большего приоритет, но, по-моему, посадка здесь просто удобнее. Да, сама подушка удобнее, посадка удобнее, но что касается запаса пространства, то тут, конечно, абсолютно равная ситуация. Можно даже не лазить за рулеткой. Да.
Не поверите, мы сравнили оба кузова, и разница минимальна. Да, там считанные сантиметры, но сейчас мы об этих сантиметрах расскажем. Во-первых, у Toyota Hilux на 2 сантиметра больше расстояния между колесными арками. Ну, возможно, это когда-нибудь пригодится, что-то вот вы будете вести вот именно, чтобы оно влезло. А у Mitsubishi L200 шире проем, буквально на 3,5-4 сантиметра. Да, и мы считаем, что вот этот параметр гораздо важнее, потому что если вы везете какие-нибудь листы фанеры, доски, то есть если они вот тут пролезли, то уже хорошо. Да, эти 4 сантиметра сыграют роль. Да. В 21 веке пикапы — это последние из могикан, это последние автомобили, которые остаются настоящими внедорожниками. Да, у них рама, рессоры сзади, честный полный привод, и что самое важное, у обоих автомобилей блокировка заднего дифференциала идет в базовой комплектации. Теперь о вооруженности наших танков. Полный привод Toyota Hilux менее изысканный, то есть передняя ось здесь подключается жестко. Это значит, что по асфальту ездить не рекомендуется с включенным полным приводом. Есть понижающие передачи, как мы уже сказали, блокировка заднего дифференциала. Плюс обратите внимание, какая мощнейшая защита моторного отсека, которая прикрывает даже частички рычагов. Плюс стальным листом прикрыт топливный бак, и мы померили клиренс, он больше, чем у Mitsubishi L200, по 22 сантиметра под защитой моторного отсека и под картером заднего моста. У Mitsubishi L200, как я уже рассказывал, бывает два типа полного привода. У версии попроще это Part-Time, как у Toyota Hilux, а у более дорогих версий, вот, начиная с Intense, полный привод называется Super Select, и он позволяет ездить и на заднем приводе, и на постоянно включенном полном приводе по дорогам с усовершенствованным покрытием, то есть по асфальту. Кроме того, есть понижающие передачи, центральный дифференциал блокируется и есть блокировка заднего дифференциала. Так, мы посмотрели, как устроено днище. Защита моторного отсека здесь попроще, а топливный бак хоть и находится в пределах рамы, но не защищен металлом. Ну и клиренс немножко поменьше, по 20 сантиметров под защитой моторного отсека и под картером заднего моста. Итак, какое же внедорожное приключение обходится без диагонального вывешивания? Конечно же, мы испробовали Toyota на этом препятствии. Итак, подъезжаем с включенным задним приводом. Я хочу просто проверить, как работает электроника, которая имитирует блокировки дифференциалов. Заезжаем в диагональ, газ. Препятствие взято безо всякого полного привода. Я думаю, что даже нет смысла подключать переднюю ось, потому что все и так очень легко и просто. Так, диагональное вешание. Попробую тоже сделать его на заднем приводе. Посмотрим, как электроника работает. Так, вывесились. Вывесились. Давай, машинка. Ну. Молодец. Вроде справилась, электроника работает отлично. Кстати, а вы знаете, как можно воспользоваться диагональным вывешиванием в экстремальной ситуации, когда нет под рукой домкрата? Вот, можно на бездорожье колесо пробитое поменять. Так, Mitsubishi L200. Сейчас проверим его внедорожные способности, хотя в них я не сомневаюсь. Все должно быть в порядке. Так, заезжаю в карьер с включенным полным приводом и заблокированным центральным дифференциалом. Это такое хорошее подспорье, чтобы предотвратить возможную пробуксовку и стать в месте, где хода не хватает или вдруг почва стала более зыбкой. Легко. На самом деле вопросов никаких. И должен сказать, что несмотря на то, что заблокирован центр, да, мне все еще помогает электроника. То есть электроника прикусывает буксующие колеса, что на самом деле помогает. Мотор тяговит, но если застрял и нужно тронуться, то лучше, конечно, поэнергичнее, посмелее обращаться с газом, добавлять его, энергично отпускать сцепление, не подпаливая их, вот тогда Mitsubishi L200 отлично выезжает. Подвеска работает отлично, как бы таких пинков, ударов нет, конечно, тряска заметная, но это только из-за того, что пикап позволяет ездить там, где кроссовер, где там машина, которая решила называть себя внедорожником, но таковой не является, просто не проезжает. Я остановлюсь,
перед самым серьезным уклоном включу понижающую. Включил, электроника вспомогательная отключилась. Трогаюсь, все, машина уже активнее, просто в холостую буксует колесами. Надо сказать, что на этот уклон без понижайки со включенной работающей электроникой я заезжал гораздо увереннее. Наверное, немного объясню, как работает полный привод у Toyota Hilux. С виду все просто. Part-time, жестко подключаемый передний мост, понижайка и блокировка заднего дифференциала. Электроника не отключается полностью. И самое приятное, что Traction Control, например, который мешает где-то ехать с пробуксовкой, здесь переводится в режим имитации блокировок дифференциалов. То есть даже на просто полном приводе можно ехать и надеяться на помощь электроники. Итак, включаю передний мост, можно ехать. Ну и скажу лично свое мнение, что современный автомат, да и любой другой тоже на бездорожье, мне кажется, более предпочтительным. Он позволяет увереннее пробираться на какие-то высокие подъемы, да, и в случае отката или еще чего-то там можно просто смело давить на газ и ехать. Потому что, например, тот же L200, вот в этих же песках, уже начинал здорово вонять сцепление. А здесь просто жми на газ, он Toyota разбрасывает песок, но уверенно ползет вперед. Кстати, вот этот режим работы электроники, скажем так, внедорожный, он действительно очень здорово помогает при езде по сложному рельефу, вот по песку. Ты подключаешь полный привод и дальше не думаешь, что тебе делать. Просто жми на газ, и там, где машина выйдет, там, где колесам есть за что зацепиться, она поедет. Но если уже совсем сложно все, то можно включить понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала. Но нужно понимать, что работает он на скорости до 8 км в час. Это так указано в инструкции и в напоминании к работе полного привода. Поэтому как раз таки именно электронная имитация блокировок дифференциалов берет на себя основную работу по проходимости Toyota. Ну, раз уж пошла такая пьянка, надо же на понижающей попробовать. То есть мы попробуем все те же препятствия брать с понижающей передачей и с включенной блокировкой заднего дифференциала. Вот загорелся значок, отключается даже ABS. Да, если бы колеса могли зацепиться, то машина бы поехала. То есть, на самом деле, вот с активированным всем арсеналом внедорожных возможностей Toyota напоминает танк. И что мне еще очень нравится в Toyota, это работа подвесок на бездорожье, потому что многие препятствия приходится преодолевать ходом. И вот тут как раз таки и наступает момент, когда ты абсолютно уверен в том, что подвеску не пробьет. Ну что, у нас тот редкий случай, когда автомобили по своим характеристикам, качествам и возможностям практически равны. Ну, разве что внешность Mitsubishi L200 вызывает вопросы. Да, в самом деле соперники равны, начиная от вместительности кузовов до пространства в салонах. Но если присматриваться к мелочам, то как раз в этих самых мелочах Toyota Hilux немного лучше. Там чуть-чуть лучше, там чуть-чуть лучше. Ну и в итоге получается такое более приятное впечатление от автомобиля, но он все-таки дороже. А Mitsubishi L200 кажется такой рабочей лошадью. Она сделана более кондово, такая более суровая, есть более простой вариант полного привода. И мотор Евро 4, то это значит, что заправлять ее можно на любом сельхоздворе вдалеке от столицы. Да, и для кого-то это может стать решающим аргументом в выборе.